Доброго времени суток. Пару фрагментов с чемпионата Республики Беларусь первой лиги, которые могли встретиться в партиях игроков. Давайте их посмотрим. Ну вот, ЕД2 была ошибка, конечно. Достаточно серьезная. Надо было же F4 ходить и продолжать играть эту позицию. Хотя позиция тут достаточно тоже такая, наверное, интересная была бы. Мне кажется, здесь вообще надо было вот меняться, если получилась такая позиция. Но где-то черным надо тоже срочно меняться, потому что вот это вот, конечно, колонна она стоит не очень сейчас хорошо. Но когда ходили, вот здесь B7, смысл был такой, чтобы EF4 не было. ED2. Ну и вот здесь был выигрыш в этой позиции. Я думаю, что был выигрыш. Давайте посмотрим какой. DE7. Идея, конечно, какая вот. Нельзя ходить сюда, естественно, из-за этого хода. Далее. Вот есть вариант DC, тогда интересный ход вот такой ED6 находится. Чем он интересен? Тем, что нельзя ходить сюда из-за вот этой вот комбинации. И побили вот на это поле. Далее. Что здесь еще посмотреть? CD2. Может даже вот здесь вот, наверное, B5. То есть был ход HG5. Ну, наверное, B5, я все-таки думаю. И на EF4 вот ход CD4. И здесь, если, конечно, меняться, получается DC5 и вот фиксация вот этой слабой шашки. Позиция выигрывается. Но есть тут момент, конечно, пропустил с комбинации. Но шашек, как вы понимаете, слишком много отдается. На Е7, естественно, на G1, ну и так далее. Получается, во-первых, лишняя шашка, во-вторых, этим шашкам некуда ходить. Позиция выиграна. Так, давайте посмотрим, что еще не посмотрели. Вот этот вот ход и FE5, то есть ограничивает резко FE3 из-за комбинации, BC3 из-за комбинации. И на DC3 вот такой вот ход. Хотя там, наверное, может еще и другие выигрывают. Я вот думаю, честно говоря, другие тут выигрывают. Но вот мне этот ход наиболее нравится, потому что CD4, ну и ходить некуда, грозит. Но это тоже, естественно, ни к чему не приводит все. Поэтому вот такая вот идея. Так, я вот думаю, что может и этот ход даже выигрывает. Давайте посмотрим. А, нет, вот удар, да, здесь, кстати, этот ход не выигрывает. Он кажется, что выигрывает, но не выигрывает. Потому что на этот ход есть тактика. Вот такая вот тактика. Вот такая. Так что надо быть аккуратным. То есть вот этот ход именно, который я указывал, он выигрывает. Так что тут еще может быть вот такой ход. Ну здесь как раз то G5, здесь какой тактики вот этой вот нету. И она выигрывает этот ход. Далее. Вот это давайте перевернем позицию. Интересный вариант здесь был. Допустим, CB2. Грозит вроде бы АБ6 логичный ход. Потому что на этот ход, наверное, кто смотрит, просто это все для него. Ну, давайте я буду уже указывать. Может, кто-то на любительском достаточно уровне, поэтому я буду указывать. АБ6, и вот, допустим, ход GH2 опять ловит вот на этот ход. Ну, то есть не ловит, как я всегда говорю, это часть стратегического плана. То есть тактика это часть стратегического плана. EF2, и вот здесь уже
есть ход Fe5. Давайте мы сначала Fe5 посмотрим, потом второй ход. Я думаю, что интересная очень будет идея здесь. И вот мысли какие, что если бить сюда, то вот такой будет ход. Давайте возвратим. Зачем бить сюда, скажете вы, если можно побить сюда? Тогда здесь будет ход Fe5. То есть идея такая, что нельзя нападать, потому что вот эта мысль будет. Не ход давайте будет, а мысль. Тут, конечно, еще есть, у меня даже вот такие вот какие-то идеи были. Но EF, то есть опять нападать. Опять нападать нельзя, потому что вот этот промежуточный ход здесь есть. И второй момент, если они меняются, то, конечно, BA3 и тоже размер, ну, здесь ничья будет. Но вот такая интересная игра может возникнуть. Ну, я вам хочу сказать, что не только в цейтноте, наверное, не только в блице, ну, и так может какой-то эффект иметь, если вот такой вот вариант. Потому что вроде бы все просто, где-то кажется, что выигрыш, а вот его и нет. И надо все просчитывать. Ну, смотря на каком уровне, правильно. Я думаю, что многие подумали, смотря на каком уровне, естественно, это все происходит. Далее, вот интересная позиция тоже возникла. Белые здесь быстро достаточно проиграли. Так, и просто отдали, и закончилась игра. Вот видите, тут несложно все просчитать, быстренько все просчитали. А вот был такой ход. Вот интересная позиция, сейчас вам покажу. Интересная. Почему интересная? Потому что очень интересная ничья будет. Я не знаю, если я не ошибаюсь, но вот смотрите. Такой, ну, не очень красивый ход. И вот здесь вот интересная идея, очень интересная идея, смотрите. Сюда и сюда. То есть ходить сюда нельзя, потому что сюда ходим. А на АЖ получается вот эта вот идея ничейная. Так, и последняя идея. Она такая интересная, наверное, мысль будет. Вот черные пошли BA7. Но это все в основном в аналитике. То есть в партии что-то было чуть-чуть в партиях, но в аналитике. Поэтому я даже не говорю, кто играл, в принципе. Может, им не понравится, что я показываю что-то. Ну вот уходим EF4. Кажется, что вот это наиболее логичный такой ход ухода. BC тоже. Все вроде бы логично. И вот здесь вот ход интереснейший. АБ4. Просто интереснейший ход. И вот. Давайте посмотрим, если сходимость. Пойдет сходимость, то... Ну вот, все очень, очень печально, как вы видите. Здесь просто BC3. Ну и ты. Вот видите, сходимость, то есть сходимость все с печальным исходом. Но вот здесь вот как раз-то не надо. Вот этот ход достаточно хороший, да, и вот если для блица, конечно, шикарно, но здесь надо белым играть внимательно, и вот именно надо проводить комбинацию вот эту. Вот проводят комбинации, и она ничейная. Ну вот сегодня такие позиции, подборка из первенства республики, чемпионата республики Беларусь первенства. Первенство это детское, юношеское. Получается, но это чемпионат республики Беларусь, естественно. Первая лига среди женщин. Хотя играли девушки. Итак, до новых встреч.